просто здесь мох набит очень плотно, а когда мох набит плотно, вот там внутри может быть загнивание корней, потому что очень долго сохнет. А я сделаю такую посадку, в которой будет и воздух проходить, и мох будет слегка влажный. Совсем чуть-чуть придавливаю, чтобы орхидее было удобно держаться в горшке, чтобы она не шаталась. И подниму ее вот так повыше, чтобы шея вот с этим пятнышком, которое я вам показала, она была на воздухе. Все время проветривалась. Добрый день, друзья! Сегодня необычное для меня видео и необычный для вас рассказ. Вы знаете, что я не пользуюсь мхом для выращивания фаленопсисов. Но Лариса Лукашова мне прислала таких 4 огромных пакета живого мха. И я могу еще 100 раз Ларисе сказать спасибо за это. У нас степи, у нас не растет такой мох. Я считаю, что просто класть мох сверху любой посадки фаленопсиса бесполезно. Он очень быстро высыхает. Живой, сухой мох, он моментально высыхает сверху, вам приходится все время опрыскивать его. И мое мнение, я считаю, что это без толку. Но посадка в мох, мы же часто с вами покупаем орхидеи, посаженные в мох. И очень долго этих малышей, чаще всего это посажены маленькие азиатские орхидеи, и очень долго в них выращиваем и наращиваем корни этих молодых орхидей. И все происходит просто великолепно. В мху корни у орхидей растут. И вот такая орхидея, как шеллериана, она капризна, ну, по крайней мере, у меня. Вот в моих домашних условиях, когда действительно у нас очень сухой климат, а шеллериана любит влажный воздух, а у нас влажного воздуха от слова нет совсем, а летом у нас, во-первых, работают сплит-системы, которые вытягивают влагу из квартиры, а во-вторых, на улице 15-20% влажности, я уже не помню, когда у нас был дождь, то есть вот в течение 3 месяцев был всего 1 дождь. Очень сухо. И как же вырастет эту несчастную шеллериану? Надеюсь, что она теперь будет счастливой. Она посажена в мох. И у нее начинают расти корни. Ну, вот везде видно, что растут корешочки. И даже листик начал расти. И когда мы говорили с Александрой Красиной, мы с ней переписываемся в WhatsApp, рассказываем друг другу интересные истории. Я про свои орхидеи, она про свои. И я-то шеллериану приобретала у нее на выставке. Ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Но Александра живет на Черном море, в Геленджике, там, где влажный воздух. У нее шеллерианы растут огромные листья. И у нее, у шеллериан не 2 листика, а много. Но вот у меня не получается. И у меня появилась мысль, а почему бы мне не пересадить шеллериану для того, чтобы ей сделать, ну хотя бы вокруг нее более влажный воздух? Почему бы мне ее не посадить в мох? И прежде чем это сделать, я одну из своих орхидей пересадила в мох. Но эта орхидея настолько давно куплена, и куплена тоже в таком маленьком размере. Или 2,5 был размер горшка, или 1,7, я уже даже сейчас не помню. Эта орхидея была тоже заявлена как то ли стюартиана, то ли шеллериана. Не помню. Лист не похож ни на одну из этих орхидей. Он плотный, больше похожа на Ирен Добкин, но она ни разу не цвела. А ей года 4. И я все время пыталась приспособиться к ее росту, то есть сделать ей более влагоемкий грунт. Посадила в кору,
Ну да, она выпустила пару корешочков. Но все время вот находится в таком чахлом состоянии. И когда я получила от Ларисы мох, я думаю, а почему бы мне не попробовать? И попробовала. Я же никогда не рассказываю вам то, что я сама не сделала. И понравилось мне это или нет. Так вот, я посадила в мох, живой мох, неплотно набила в горшок. И что я увидела? Корни. Там было 3 корешочка всего. И вот эти корешки начали расти. Мох держу, наверное, даже видно, чуть влажном состоянии. Не мокром, а влажном. Даже есть живые части этого мха, они растут. Горшок двойной. Даже если я поливаю там на 15-20 секунд замачиванием, то есть наливаю в горшок воды, потом сливаю в эту воду, ну, лишняя вода все равно скапливается внизу, я ее оставляю, эта вода не увлажняет мох, прям не делает его совершенно мокрым. Можно, конечно, эту воду слить. Но вот находится у меня эта маленькая орхидея на верхней полке, я рассказывала о ней и показывала. Там всегда тепло, наверху над телевизором. Там всегда тепло, и эта вода очень быстро испаряется. Ну и проходит через мох. И вот получила такой замечательный результат, еще и лист начал расти. И хочу такой же эксперимент сделать с шелерианой. Она растет, мох у меня живой есть. Сейчас я освобожу ее от старого мха. И в такой же двойной горшок покажу вам, как сделать посадку в мох. И посмотрим, понравится это шелериане или нет. Думаю, что очень понравится. Вот видите, растет же она. Просто здесь мох набит очень плотно, а когда мох набит плотно, вот там внутри может быть загнивание корней, потому что очень долго сохнет. А я сделаю такую посадку, в которой будет и воздух проходить, и мох будет слегка влажный. Давайте освободим ее от старого мха. Обрежем или отрежем корни, которые кажутся неживыми или действительно неживыми. Вот есть такие корешки, да, вот они просто отделяются. Хотя можно оставить вот такие тяжи. Тяж живой, а филамен, вот видите, он не черный, но водянистый и не живой, к сожалению. Он уже не поможет тяжу активно получать влагу. А вот еще один корешочек. Видите, аккуратно удаляю мох, и появляются молодые растущие корни. То есть шелериане очень нравится расти в мху. Вот я и оставлю ее расти в мху. Вот еще сейчас покажу корень крохотный. Вот видите, от живого корня начинают расти маленькие корешки. А внутри вот такой. Я, конечно, не держу даже этот внутренний мох совсем мокрым, но там, видимо, при каких-то поливах, может быть, даже не моих, корни почернели. Сёма чем-то сегодня недоволен. И рассказывает, и высказывает свое недовольство. Вот видите, внутри стакана вот этого махового какие черные старые корни. А все потому, что воздуха там очень-очень мало. Очень плотно набит мох.
Но азиатские орхидеи именно так и живут и растут. Ну, по крайней мере, их выращивают так. Шелериана отцвела, и вот еще один корень. И очень активно начала растить корни. Вот в этот период, у растения это называется период вегетации, период роста, и нужно пересаживать орхидеи. И листик растет. Давайте, чтобы не поранить корни, я под проточной водой смою этот мох. Это будет проще и безболезненно. Только отрежу вот этот корень, он сухой по всей длине, чтобы он уже не мешал мне. И после этого сделаю посадку. Орхидеи уже помыли. Сейчас принесут. Ты первый прибежал? О, кто нас посетил? Он сказал, что орхидеи уже помыли. Да, можно возвращаться. Так. Где-то остался мох. Это не страшно. Это нормально. Есть черное основание, я его отрезаю вместе с тяжами и черненькими оставшимися корнями. Тяжи отрежу. Веламен весь сполз с этих тяжей, когда я промывала орхидеи. И почищу стволик. Вот этот ствол, который находился в посадке, видите, он черный. Наверное, было очень много воды. А ее и не могло быть мало, потому что вы же видели, как был плотно набит мох и как там долго оставалась влага. Только поэтому ствол почернел. Так, сухие части корней тоже отрезаю или обрезаю. Так, совсем сухой корень, вот его я отрезаю совсем. Вы знаете, мне не нравится одна часть у орхидеи. Сейчас я вам ее покажу. Вот видите, такое усыхающее углубление. Вот сейчас я ничего не буду делать. Но если процесс продолжится, тогда я обработаю препаратом Максим. Не разбавленным. Максим для цветов и картофеля. Просто поставлю здесь маленькую красную точку этим препаратом. Но сейчас пока делать не буду. Буду наблюдать. Потому что орхидеи очень часто справляются сами с такими небольшими повреждениями. Если, конечно, их не стимулировать, если орхидеи не поливать стимуляторами роста или какими-то гормонами, орхидеи с такими точками справляются сами. Ну, а если стимулировать и добавлять в поливы какие-то кислоты, пусть то будет лимонная кислота, янтарная кислота, эти кислоты, они не только пробуждают рост и активируют рост корней, но и провоцируют рост патогенной микрофлоры. Поэтому для маленьких орхидей я вообще такого, да и для больших тоже, не применяю. Давайте теперь разберемся, как же посадить такую орхидею.
замечательный живой мох. Я его все эти 1,5 месяца держала в пакетах в холодильнике. На нижней полке он прекрасно сохраняется. И теперь, вот видите, мне Лариса так плотно его тоже набила. Вот так, распушая мох, укладываю в горшок, не придавливаю. Теперь ставлю. Так не получится. Наверное, сначала я поставлю орхидею, а потом буду вкладывать мох, потому что корни достают до низа горшка. Хотела немножко вниз положить, но так не получается. Не утрамбовываю мох ни в коем случае. Видите, опять мусорно, но ничего. Совсем чуть-чуть придавливаю, чтобы орхидее было удобно держаться в горшке, чтобы она не шаталась. И подниму ее вот так повыше, чтобы шея вот с этим пятнышком, которое я вам показала, она была на воздухе. Все время проветривалась. Сейчас. Хочу живые части, вот эти кончики мха, чтобы они были сверху. Может быть, будут расти. Мох влажный, поэтому поливать сейчас, конечно, не буду. Полностью тоже не буду давать просохнуть мху. Он должен быть чуть-чуть влажный. Вот так и буду действовать, как я показывала вам вот с этой орхидеей. Мне важно, чтобы орхидея ровно держалась в горшке, по центру горшка. Вот так. И шея осталась на уровне мха. Ну что, понаблюдаем за этой орхидеей. Очень хочется, чтобы она опять зацвела, очень красиво цветет. Поставлю ее в то же место, где она стояла. И буду за ней внимательно наблюдать. Уж очень хочется подружиться с такими орхидеями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.